Ты делаешь вдох, выдох. Кажется, ничего особенного. Но если хотя бы на мгновение перестать дышать на автомате и заметить сам процесс, происходит странное. Ум становится тише, тело расслабляется, а пространство вокруг будто расширяется. Древние мастера называли дыхание порталом. Современные ученые – мостом между разумом и телом. И этот портал всегда с тобой. Прямо в этой секунде. Мы привыкли воспринимать дыхание как фоновую функцию. Оно само происходит, пока мы живем. Но стоит изменить свое внимание, и ты обнаружишь. Дыхание – это не просто обмен воздуха. Это точка входа в состояние, где исчезают привычные границы между «я» и миром. Сегодня мы разберем, как через дыхание входили в присутствие мастера «Я есть», что об этом говорит наука, и как ты можешь прямо сейчас использовать этот ключ. Во всех традициях, от йогов до дзен-буддистов, дыхание было не просто физиологией. Его рассматривали как мост в другие состояния сознания. В древних ведах дыхание, прана, описывается как сила, питающая не только тело, но и саму жизнь. Даосы называли его «ветром внутри», связывающим человека с потоком дао. Суфии говорили: «Дыши так, будто каждое дыхание – твой первый вдох в этом мире и твой последний выдох». Для мастеров «Я есть» дыхание не было техникой в обычном смысле. Это был способ вспомнить себя, ту часть, которая всегда есть, независимо от мыслей, эмоций или обстоятельств. Они понимали, когда ты дышишь осознанно, ты возвращаешь внимание к источнику восприятия, к тому, кто дышит. Современная наука начинает подтверждать то, что знали древние. Нейрофизиологи обнаружили, что ритм дыхания напрямую влияет на работу лимбической системы, центра эмоций. Когда дыхание становится глубоким и ровным, снижается активность миндалины мозга, отвечающей за тревогу и стресс. А при определенных дыхательных паттернах активируется префронтальная кора, область, связанная с ясностью мышления и чувством контроля. Дыхание – это всегда здесь и сейчас. Оно не может быть в прошлом или будущем. И когда внимание полностью погружается в этот процесс, время перестает бежать, ум перестает торопиться, а ты просто есть. Рамана Махарши говорил, что дыхание – это ниточка, ведущая к источнику. Он замечал, когда ум успокаивается, дыхание становится естественно тихим и мягким. А если пойти наоборот, сделать дыхание мягким и ровным, ум начинает следовать за ним и тоже замедляется. В этот момент легче всего спросить, кто дышит, и почувствовать не дыхание, а того, кто его наблюдает. Нисаргадатта Махарадж почти не давал техник, но признавал, дыхание можно использовать, чтобы вернуться домой, к самому себе. Он советовал не вмешиваться в дыхание, а просто позволять ему быть и чувствовать, что «я есть». Даже до вдоха, даже между выдохами. Эти паузы – чистое присутствие. Эдвард Тикнат Хан, мастер дзен, учил улыбаться дыханию. Мягко, без усилий, встречать каждый вдох и выдох, словно приветствуя старого друга. Он говорил, тело всегда в настоящем. Чтобы вернуться, нужно просто дышать с ним в одном ритме. Ошо подходил более радикально. Иногда он предлагал хаотичное, мощное дыхание, чтобы вытряхнуть ум из его привычного потока. А после – резкое замедление. Тишина. Такой контраст открывал вход в глубокое «сейчас». Для всех этих мастеров дыхание было не целью, а дверью. Ты не задерживаешься в ней, а проходишь через нее, в то, что всегда было и будет за пределами дыхания, ума и формы.
Современная нейрофизиология подтверждает то, что мастера «я есть» знали без приборов. Дыхание напрямую связано с состоянием ума. Когда мы дышим медленно и глубоко, активируется парасимпатическая нервная система, та, что отвечает за покой и восстановление. Сердце бьется ровнее, уровень кортизола падает, а мозг переключается из режима «бей» или «беги» в состояние присутствия. Ученые из Стэнфорда обнаружили, что особая группа нейронов в стволе мозга, так называемый дыхательный генератор, синхронизирует ритм дыхания с активностью лимбической системы. Это значит, что, меняя ритм дыхания, мы прямо воздействуем на эмоции, память и ощущение времени. Еще один феномен – дыхательные паузы. Исследования показывают, что в коротких промежутках между вдохом и выдохом кора головного мозга переходит в состояние альфа и тета-ритмов. Это тот же диапазон, что и в медитации глубокого присутствия. Именно в этих паузах субъективное время растягивается, секунды могут казаться минутами. Это и есть эффект портала. Мы перестаем быть в потоке событий и становимся в центре восприятия. Нейропсихологи называют это сдвигом в режим наблюдателя. А мастера говорили проще. Вдох, и ты здесь. Выдох, и нет ни прошлого, ни будущего. Сейчас ты можешь пойти двумя путями. Первый – более пошаговый, почти технический. Ты разбираешь дыхание, внимание и тело на отдельные этапы и учишься распознавать их по очереди. Второй – более целостный. Ты сразу входишь в дыхание, тело, ощущения и пространство как в единый поток, не разделяя их. В обоих случаях цель одна – пройти через дыхание к тому, что дышит, и остаться в этом. Разница лишь в том, идешь ли ты туда шаг за шагом или сразу ныряешь в глубину. Подход номер 1. Шаг 1. Вход через дыхание. Сядь с прямой, но мягкой спиной, закрой глаза или смягчи взгляд. Сделай мягкий вдох через нос, считая до 4. Короткая пауза. Почувствуй, как все замирает. Выдох через рот или нос, считая до 6. Опять пауза. Слушай тишину после выдоха. Сделай так 3-4 раза, чтобы дыхание вошло в естественный ритм. Шаг 2. Сдвиг в наблюдателя и укоренение. На каждом вдохе осознавай, что внимание движется вместе с воздухом. Ты чувствуешь поток внутри и одновременно смотришь на это чувство как бы со стороны. Появляется легкая двойственность. Есть дыхание и есть ты, кто его замечает. Это и есть наблюдатель. Чтобы закрепиться здесь, найди точку в теле, где наблюдатель ощущается особенно ясно. Грудь, область за глазами или затылок. Мягко положи внимание в эту точку, как будто опускаешь якорь. Останься так 2-3 или более цикла дыхания. Шаг 3. Переход к истинному «я». Закрепившись в наблюдателе, задай внутренний вопрос. Кто тот, кто осознает дыхание? Не ищи ответ словами. Позволь вниманию развернуться от объектов наблюдения к самому источнику. Все, на что раньше смотрел наблюдатель, уходит на второй план. Остается чистое присутствие, без формы и истории. Это то, что Махарши называл истинным «я». Не образ себя, а сама способность быть. Шаг 4. Закрепление. Открой глаза, но удержи ощущение, что дыхание, звуки и движения вокруг – это просто проявление в одном и том же безмолвии. Подход номер 2. Целостное восприятие. В этом варианте мы не разделяем дыхание, мысли и тело. С самого начала внимание раскрывается и охватывает все сразу, как единое пространство. Ты как бы находишься чуть вне тела,
и смотришь на все, что в нем происходит, включая дыхание, как на колебания внутри общего поля. Нет движения от объекта к объекту. Все воспринимается в одной рамке осознавания. Постепенно сами границы, наблюдатель, наблюдаемое, растворяются, и остается чувство, что все уже внутри тебя, как части одного присутствия. Итак, мини-техника для подхода номер 2. Сядь спокойно. Закрой глаза или смягчи взгляд. Не ищи особой позы, главное, чтобы телу было удобно. Сделай мягкий вдох и выдох без счета, просто так, как идет. Раскрой внимание. Почувствуй сразу и дыхание, и ощущения в теле, и фоновые звуки вокруг. Не выделяй что-то одно, все пусть вмещается в один кадр. Смести точку восприятия на полшага вне себя, как будто ты смотришь на все происходящее в теле и уме из более широкого пространства. Ничего не удерживай. Пусть дыхание идет само, мысли приходят и уходят, звуки меняются, а ты просто ощущаешь, что все это уже внутри одного общего поля, в котором нет границ. Через пару минут такого наблюдения разница между внутри и снаружи начинает таять, и остается ощущение. Все это – одно присутствие, которое и есть ты.